Всем добрый день! В сегодняшнем ролике предлагаю вам комплекс упражнений при артрозе тазобедренного и коленного суставов. В данный комплекс будут входить упражнения на мобилизацию суставов и также упражнения укрепления основных мышц. В конце ролика также будет несколько упражнений на растяжку. Две основные цели при артрозе – это мобилизация сустава и укрепление мышц. При мобилизации сустава происходит выработка синовиальной жидкости, которая питает хрящ и тем самым помогает предотвратить либо замедлить разрушение сустава, то есть замедлить развитие артроза. Когда мы укрепляем мышцы нашего сустава, тем самым мы снижаем нагрузку, прямую нагрузку на сустав, так как чем крепче становятся наши мышцы, получается, тем самым они берут часть нагрузки, то есть они убирают часть нагрузки с нашего сустава. Это также помогает облегчить сустав, укрепить его и замедлить разрушение хряща, замедлить развитие артроза. При артрозе в основном мы чувствуем скованность, сдавленность сустава именно утром, так как ночью сустав отдыхает, движения в суставе нет, поэтому замедляется выработка жидкости, замедляется питание сустава, и поэтому данный комплекс я предлагаю вам выполнять именно с утра, после пробуждения. Для выполнения данных упражнений вам понадобится эластичная лента. Если эластичной ленты у вас нет, вы можете выполнять те же самые упражнения, которые я покажу, но без эластичной ленты. Далее нам понадобится одно небольшое полотенце, скрученное вот в такой валик, и два больших банных полотенца, также скрученные в валик. Получается валик немного побольше. Вначале следует немного разогреть наши суставы, поэтому мы делаем такие небольшие сгибательные движения в колене. Предлагаю выполнить 8-10 раз с одной стороны. И то же самое делаем со второй стороны. Тем самым мы немножко разогреваем сустав и немного готовим его к выполнению основных упражнений. Первое упражнение, упражнение на мобилизацию тазобедренного сустава. Начинаем делать круг, то есть 10 раз, 8-10 раз с одной стороны. И то же самое упражнение выполняем со второй стороны. Второе упражнение, пальцы ног на себя. Начинаем выполнять вот такие движения кнаружи и вовнутрь. Вы можете выполнять 8-10 раз вместе со мной, но также все данные упражнения вы можете увеличить количество повторений. Вы можете делать 15 и 20 раз, если чувствуете, что 10 раз для вас недостаточно. Следующее упражнение, упражнение на мобилизацию коленного сустава. Поднимаем ногу кверху и, получается, начинаем выполнять разгибание коленного сустава против гравитации. И то же самое упражнение делаем со второй стороны. Следующее упражнение, упражнение тройное сгибание.
Почему упражнение называется тройное сгибание? Потому что происходит движение в голеностопном, в коленном и в тазобедренном суставах. Пальцы ног смотрят на нас. Это вот такое движение. Тянете колено к себе. То есть тем самым мы разрабатываем и тазобедренный, и коленные суставы. И это же упражнение выполняем со второй стороны. Следующее упражнение называется циферблат. То есть вы начинаете рисовать ногой цифры от 1 до 9. То есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. То есть с помощью данного упражнения мы делаем мобилизацию нашего тазобедренного сустава во всех направлениях. 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Следующее упражнение – отведение прямой ноги в сторону. Опять же, это упражнение больше на мобилизацию тазобедренного сустава. 3, 4, 5, 6, 7, 8. То же самое упражнение делаем со второй стороны. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Для следующего упражнения нам понадобится наш большой валик, который мы подготовили заранее, да? То есть вот в таком положении валик под коленями, разгибание коленных суставов по очереди. Пальцы ног, обратите, пожалуйста, внимание, пальцы ног смотрят на нас. Каждый раз старайтесь задействовать свою прямую мышцу бедра. Получается, выполняем 8 раз с каждой стороны, итого 16 раз. Следующее упражнение: пятки вместе, валик под коленями. То есть это будет разгибание коленного сустава, но разгибание будет совершаться больше во внутренней части колена. Эту часть, то есть внутреннюю часть, ее также нужно разрабатывать, так как именно внутренняя часть, она наиболее быстро разрушается. Пяточки вместе, пальцы ног наружу. Не забывайте вращать внутреннюю поверхность бедра, наше внутреннее волокно прямой мышцы бедра. Следующее упражнение – это упражнение велосипед. Я уверена, что многие из вас знают это упражнение. В этом упражнении, пожалуйста,
знайте, не забывайте о том, что важно сократить наши внутренние мышцы пресса. То есть сначала мы сокращаем мышцы пресса, да, то есть зажимаем здесь на уровне таза, поднимаем ноги и начинаем совершать круговые движения. Восемь раз с каждой стороны, итого 16 раз. Следующая часть нашего комплекса — это будет часть укрепления мышц коленного сустава. Давим пяткой вниз, держим 3 секунды, даем возможность нашей мышце как следует сократиться и делаем поочередно с правой и с левой стороны. Опять же делаем 8 раз на одну сторону, 8 раз на другую сторону. Сокращаем, держим несколько секунд, расслабляем. Сокращаем, держим несколько секунд и расслабляем. Следующее упражнение для наших мышц с эластичной лентой. Опять же, если эластичной ленты нет, вы можете делать упражнение без эластичной ленты. Разгибаем ногу, полностью разгибаем колено и начинаем давить ленту ногой, ступней вернее вперед. Держим 3 секунды, расслабляем. Снова давим, держим 3 секунды, расслабляем. Расслабляем. Повторяем 8 раз. С этим упражнением мы укрепляем сгибательные мышцы колена. Укрепляем группу, которая крепится над коленом. И то же самое упражнение мы выполняем для второй ноги. Давим ленту вперед, расслабляем. Давим, держим 3 секунды, расслабляем. Следующее упражнение, упражнение мостик. Поднимаем наш таз, держим 3 секунды и опускаемся. То есть это основное упражнение на укрепление ягодичных мышц. Ягодичных мышц, соответственно, укрепление нашего тазобедренного сустава. Сокращаем ягодичные мышцы. Держим 3 секунды, расслабляем, сокращаем, держим и опускаемся. Следующие два упражнения. Упражнение на боку. Не забываем также про наши боковые мышцы бедра. Нога, которая внизу, она немного согнута для того, чтобы было более удобно. Вторая нога прямая, пальцы ног к нам. И поднимаем прямую ногу вверх. Задерживаемся на несколько секунд и опускаем. И еще один раз. 8. Следующее упражнение также на боку. Колени согнуты. Вот это
движение разворота бедра к наружу. В этом упражнении следите за положением своей спины, то есть не должно быть вот этого, да? То есть у вас спина прямая, без движения. Движение происходит за счет разворота ноги к наружу. Небольшое движение, вы должны чувствовать, что у вас сокращается вот здесь внешняя часть бедра. Также выполняем 8 раз. И следующее упражнение, которое мы также делаем на боку, мы сразу укрепим внутренние части бедра противоположной ноги, то есть это подъем прямой ноги кверху, то есть укрепляется внутренняя часть нашего бедра. Восемь. Следующее упражнение, упражнение снова с эластичной лентой. Такое исходное положение. Ставите эластичную ленту, держите и возвращаемся. То есть у нас укрепляется вся нога, и тазобедренные, и коленные суставы. Я делаю 8 повторений. Если вам 8 повторений кажется недостаточно, вы можете сделать 10, 12, либо 20 повторений. Следующее упражнение, упражнение для внутренних мышц бедра, внутренних мышц колена. Такое исходное положение, упражнение зажатие валика между колен. Задерживаемся на 3 секунды. И расслабляем положение. Снова сдавливаем. Задерживаемся на 3 секунды. Расслабляем. Как вы, наверное, уже догадались, это упражнение также очень здорово делать с небольшим резиновым мячом. Поэтому, если у вас есть мяч, то, конечно, это упражнение можно также делать с мячом. И расслабляем, сжимаем, держим 3 секунды, расслабляем. Следующее упражнение, упражнение на внешние мышцы бедра. Растягиваем эластичную ленту, задерживаемся на 3 секунды и возвращаемся. Снова растягиваем, задерживаемся и возвращаем. Повторяем упражнение снова 8 раз. И еще один раз, 8 раз. Также в сегодняшнем комплексе я вам показываю одно упражнение на животе. Это упражнение на укрепление наших ягодичных мышц. Но данное упражнение я не рекомендую делать людям, у которых есть боль вот здесь в пояснице. Упражнение подъем прямой ноги. Задерживание на несколько секунд. И расслабляем ногу. То есть данным упражнением у нас укрепляются ягодичные мышцы, мышцы бедра, сгибательные мышцы колена. Также выполняем 6 повторений. И также я вам показываю несколько упражнений растяжки. Конечно же, обязательно. Куда же без упражнений растяжки? Да, так как если мы задействовали наши мышцы, если мы делали силовые упражнения,
то всегда нужно после этого сделать хорошую растяжку. Первое упражнение на боку. Отведение согнутой ноги назад. То есть это растяжка прямой мышцы бедра. Как только вы почувствовали, что у вас вот здесь растягивается прямая мышца бедра, расслабляете полностью положение, задерживаетесь в таком положении на 15-20 секунд. То же самое нужно повторить, соответственно, для второй ноги. Следующее упражнение растяжки лежа на спине. То есть растяжка задней поверхности нашего бедра. Тянете ногу к себе, полностью расслабляете ногу, да, иначе ничего не будет тянуться. Расслабляете ногу, задерживаете положение на 15-20 секунд. После этого тянете ногу, но уже больше в бок, то есть как будто стараетесь коснуться коленом вашего плеча. Спина полностью прямая, никаких заваливаний на бок. Да, то есть у вас растягивается больше боковая часть бедра. Задерживаем положение на 15-20 секунд. Расслабляем ногу. Повторяем то же самое упражнение несколько раз. Да, сначала на одну сторону, затем на вторую сторону. Следующее упражнение. Опять же, это упражнение, если вы в состоянии сделать, если нет ничего страшного, пятка правой ноги на колене с левой стороны. Получается раздвижение таза в бок. Задерживаем положение на 15-20 секунд. Полностью расслабляем ногу, ту, которую растягиваем, да, правую ногу. 15-20 секунд. И возвращаемся в исходное положение. Повторяем 2-3 раза, да, на одну сторону и на другую сторону. Еще одно упражнение растяжки, которое мне очень нравится. Это упражнение на животе. Это сгибание колена до комфортного состояния. То есть вы сгибаете ногу. Как только вы чувствуете, что у вас растягивается вот здесь прямая мышца бедра, впереди, да, бедра, то задерживаете движение. Старайтесь расслабить ногу. Задерживаете положение на 15-20 секунд.